Продолжаем подготовку к празднику осени в Корее 1 октября. Готовим еще одно из блюд, которое относится к праздничному столу этого события. И вот, в принципе, ингредиенты, которые нам понадобятся. Крабовые палочки 6 штук. Обычно так и идет маленькая стандартная упаковка. И также нам потребуется либо ветчина, либо докторская колбаса, либо сосиски. В общем, чтобы нам хватило на 6 полосок приблизительно по 7 сантиметров. Вообще в оригинале, в традиционной версии этого блюда используется говяжье мясо, которое тоже нарезается, маринуется и затем и тоже надевается на шпажки. Но мы идем по более современной упрощенной версии. Также нам потребуется морковь одна, желательно, чтобы она была достаточно пухлая, так скажем, толстая. И 6 перьев зеленого лука. Важный момент, главное, чтобы их белые кончики тоже были достаточно широкими, достаточно пухленькими. Ну и приступаем, собственно говоря, к нарезке. Единственное, что скажу, что еще шпажки, 6 штук нам понадобится, чтобы длина у них была по 10 сантиметров. То есть не длинные шпажки, а короткие, деревянные. И начинаем мы с крабовых палочек, потому что на них мы будем ориентироваться по размеру. То есть все остальные ингредиенты мы будем подгонять под размер крабовых палочек, который нас, в принципе, устраивает. Мы разрезаем каждую крабовую палочку на 2 половинки. И теперь подгоняем все остальные ингредиенты под размер крабовых палочек. То есть берем морковь и отрезаем ее по длине крабовой палочки. Дальше вы можете нарезать любым удобным вам способом. Главное, чтобы в итоге мы получили палочки, которые будут равняться по длине крабовой палочки, приблизительно плюс-минус 7 сантиметров, но и по толщине тоже ей. Вы можете сделать это так, либо по-другому. Главное получить верный результат. Ориентировочная длина, напоминаю, 7 сантиметров и ширина 1 сантиметр. Крабовые палочки тоже бывают разные. Мы нарезаем 6 морковных полосок. Теперь приступаем к зеленому луку, который мы нарезаем таким же длиной и толщиной, как крабовые палочки. Нам понадобится не только белая часть, белый кончик, но и зеленая часть луковых перьев. Нарезаем 6 полосок лука. Я именно считаю сейчас кончики. Теперь приступаем к нарезке ветчины, колбасы, сосиски, у кого что есть. Нарезаем полосками, такими же, как крабовые полоски, по длине и по ширине. Делаем это любым удобным нам способом. Вы должны учитывать, что, конечно же, у вас останутся всяческие обрезки и излишки. Этого не избежать, потом покажу, что с ними делать. Мы нарезаем 6 полосок ветчины, сосисек или колбасы. Но нам придется доработать некоторые ингредиенты, а именно морковь и ветчину. Мы должны будем их немного обжарить. Нагреваем сковороду с растительным маслом, буквально 1-2 столовые ложки, и щепотка соли также нам потребуется, большей частью для моркови, которую мы будем обжаривать первой. На нагретое масло, нагретую сковороду мы закладываем нарезанные полоски моркови и немного их обжариваем, все время помешивая. То есть морковь должна поменять свой цвет немного и немного размякнуть, сильно не жарим. После моркови закладываем ветчину и тоже ее немного обжариваем. Но тут уже дело вкуса, вы можете ее либо слегка обжарить, либо вот так вот хорошо поджарить до темно-золотистого коричневого такого цвета. Это уже на вкус, как вам нравится. После этого нам нужно также подготовить яйца. 2 яйца должно хватить на 6 штук этих самых блинчиков на шпажках. Мы разбиваем яйца в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. Добавляем щепотку соли и взбиваем яйца, то есть взмешиваем их. И затем для дальнейшего удобства использования лучше перелить из пиалы в какую-нибудь тарелку такой средней глубины. Также нам потребуется мука в объеме 3 столовых ложек. Это будет достаточно, даже 2 будет достаточно. Теперь приступаем уже непосредственно к при подготовочной сервировке. Мы надеваем ингредиенты, уже подготовленные, на шпажки и чередуем цвета. Последовательность цветов в данном случае
в принципе, не важна. Просто ориентируйся на то, чтобы они не один за другим совпадали. То есть, например, сначала надеваем крабовую палочку, потом белый кончик зеленого лука, затем ветчину. Кстати, она должна немного подостыть, чтобы вы до нее могли дотрагиваться. Затем зеленую часть луковых перьев по два куска, чтобы это совпадало по толщине. Затем морковь, которую, кстати, будет труднее всего надевать, будьте осторожны, она может надломиться, поэтому делайте аккуратно. И закрепляем все это крабовой палочкой. Еще раз по поводу цветов. Вообще уникальная особенность корейской кухни – это система 5 цветов О Бансек, которая, собственно говоря, и соответствует ингредиенты этого блюда. Об этом и о многом другом интересном о корейской кухне вы можете узнать на моем инстаграм. Не подписались? Подпишитесь, там много интересного. Возвращаемся к нашему блюду. Еще раз о цветах. Например, вот крабовые палочки соответствуют красному, белый кончик белого лука белому, ветчина черному, морковка желтому и зеленый заменяет синий цвет. Ну, конечно, в оригинальной традиционной версии, где используется говядина, там больше видно это соответственно, но тем не менее оно соблюдено и не упущено. Поскольку ветчина уменьшилась немного в размере, при обжарке можно немного подогнать размеры и обрезать, чтобы все было одинаково. Так просто будет удобнее обмакивать в яйцо. Обрезки никуда не пропадут, потом покажу, что мы со всеми с ними будем делать. Итак, когда уже теперь все готово и красиво, мы обваливаем в муке с обеих сторон. Излишки стряхиваем, слишком много муки быть не должно. Это нужно только для того, чтобы яйцо хорошо село. Когда все обваляли в муке, приступаем к обжарке. Мы нагреваем сковороду с растительным маслом. Буквально 2 столовых ложек будет достаточно. И окунаем в яйцо все нами уже подготовленное и кладем на нагретую сковороду. Масло должно быть нагретое, чтобы яйцо его в себя не впитало. И берите такую сковороду, к которой, конечно же, ничего у нас не прилипнет. В процессе жарки немного пошевелите наши блины, чтобы они не прилипли. Жарим мы на тихом, слабом огне, чтобы ничего не подгорело и ингредиенты еще немного пропеклись внутри. Когда яйцо на одной стороне уже будет готово, мы переворачиваем на другую сторону. Делать это удобно благодаря шпажкам. Удобно также пользоваться азиатскими палочками, ну кому как удобно. Обжарив с обеих сторон все, наше блюдо готово, мы снимаем его с огня. И сейчас я покажу, что мы можем сделать со всеми оставшимися обрезками, излишками и так далее. После того, как обжарили все блины, закладываем все эти обрезки и остатки, немного пассируем их на среднем огне, заливаем остатки яйца, делаем скрамбл такой по-быстрому, все это вместе хорошо перемешиваем, получаем еще одну закуску, или вообще это можно просто перемешать с отварным рисом и съесть, очень вкусно. Я благодарю вас за просмотр и желаю вам приятного аппетита. Как я и говорила, это блюдо относится к праздничному столу осеннего фестиваля, который будет в Корее 1 октября, но также празднуется и в других азиатских странах. Это блюдо само по себе достаточно богато вкусом, но при желании можно подать его к столу с соевым соусом и окунать, и так есть. Лайкайте, подписывайтесь и еще раз приятного вам аппетита!